Как понять, что ты находишься в невротических отношениях с манипулятором? Невротические отношения — это такой вид отношений, когда ты в этих отношениях испытываешь какие-то страдания, тебе нехорошо, но тем не менее ты эти отношения как бы продолжаешь, ты не можешь из них по каким-то причинам выйти. Это бывает в ситуациях, если это партнер, скажем, это такой частный случай, невротическая любовь, когда ты находишься в отношениях, скажем, с мужчиной, тебе плохо от этих отношений, но ты не можешь выйти, потому что есть эмоциональная привязанность, там, эмоциональная зависимость, не знаю, там, финансовая зависимость, общие дети, еще какие-то вот обстоятельства. Это могут быть люди из семьи, то есть такая родственные связи. Предположим, это твоя мама, не знаю, там, свекровь, сестра, там кто-то отец. То есть кто-то, кто является твоим родственником, ну, вот, они всегда будут твоими родственниками. Ты не можешь с ними не общаться, но они вот, скажем, манипулируют тобой, и ты из этого вот страдаешь. Либо это какие-то социальные связи. Предположим, это сотрудники на работе, там, включая начальника, или там, если ты учишься, то другие студенты. То есть где-то где ты находишься в каких-то социальных процессах, где есть какие-то социальные такие структуры, из которых ты выйти не можешь, людей тоже не можешь оттуда выгнать, и приходится с ними общаться. Они в этом общении манипулируют. Так вот, сегодня мы разберем с вами, как понять, что ты находишься в невротических отношениях с манипулятором, чтобы обратить на это внимание и эти отношения перестроить таким образом, чтобы они перестали быть невротическими и стали здоровыми. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Сегодня мы разбираем тему невротических отношений с манипулятором. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео в своих соцсетях, и мы начинаем. Первый признак невротических отношений с манипулятором — это если вы понимаете, что ваше настроение зависит от настроения этого человека, и вы стараетесь подстроиться под его настроение. Это также признак эмоциональной зависимости. То есть, предположим, вы сидите на работе и ждете, что сейчас к ваш кабинет или ваше какое-то общее пространство придет ваш сотрудник, и вы знаете, что если он придет сейчас раздраженным, то это испортит вам настроение на весь день. Если он придет в нормальном настроении, то вроде бы как вам будет более-менее нормально. Вы не умеете, у вас нет навыков, как противостоять вот это вот влиянию его настроения на ваше настроение, и вы стараетесь подстроиться, вы стараетесь как-то вот вести себя так, чтобы угадать какое-нибудь настроение, чтобы как-то вот комплементарно себя вести. Или там, скажем, в отношениях. Женщина понимает, что сейчас придет ее мужчина, и вот он, если будет раздраженный, то ей нужно себя вести одним образом. Если он придет, скажем, какой-то в благодушном настроении, надо вести себя другим образом. Если вы понимаете, что вы настолько зависите от настроения вашего партнера и настолько пытаетесь подстроиться под это настроение, означает, что вы находитесь в невротических отношениях с этим человеком. Второй признак, который говорит о том, что вы находитесь в невротических отношениях с манипулятором, это если вы чувствуете, что в этих отношениях много какого-то тумана недосказанности. То есть манипуляторы любят какие-то недомолвки, намеки, знаете, такое вот пассивно-агрессивное какое-то вот такое, он там что-то хмыкнул, а ты догадываешься, в чем дело. То есть вы в отношениях с этим человеком понимаете, что есть как будто бы что-то вот вы забыли, как будто бы, знаете, как вот читаешь книгу, где вырваны страницы. Вот есть какое-то чувство недосказанности. Причем, как правило, характерно, что в отношениях с другими людьми у вас такого чувства нет. И из этого выходит следующая такая особенность. Часто бывает у людей в отношениях с манипулятором возникает такой аутогазлайтинг. То есть из-за того, что тебе постоянно непонятно, что он сказал, что он конкретно имел в виду. Вот начальник что-то такое сказал, а ты потом ходишь и думаешь, я не понимаю, это меня обвинили, или что он вообще сказал, что я должен сделать по этому поводу. То есть в такой ситуации ты начинаешь постоянно сомневаться в том, что ты, грубо говоря, вообще адекватен, что ты правильно понимаешь, что ты способен понимать других людей. То есть у тебя возникает такое, как будто бы аутогазлайтинг, ты сам себя начинаешь считать вроде как умственно неполноценным из-за того, что ты находишься в этих отношениях. То есть манипулятор так на тебя влияет. И следующая вещь, которая отсюда же проистекает, у тебя возникает постоянное чувство, что тебя хотят обмануть и тебя постоянно обманывают. Но ты не можешь никак понять в чем. То есть в отношениях с человеком, который тобой манипулирует, ты постоянно чувствуешь, что вот он где-то тебя обманывает, но непонятно где. У тебя такое есть постоянное сомнение, что может быть мне кажется, что меня обманывают, но тем не менее мне постоянно кажется, что вот где-то меня надурили. Понимаете, опять же, в других отношениях у тебя такого чувства нет. В отношениях с другими людьми у тебя чувство, что у нас ясные отношения, понятные, мы какие-то как договариваемся, так и ведем себя. Проблема заключается в том, что когда ты находишься в невротических отношениях с манипулятором, и если, предположим, это твой мужчина, то есть это твой партнер, то в такой ситуации тут часто еще это сопровождается изоляцией, и ты в принципе других отношений не имеешь. То есть ты большинство своего времени общаешься со своим партнером, и у тебя есть постоянное чувство, что он тебя, возможно, обманывает, у тебя постоянно есть чувство, этот аутогазлайтинг, что ты как-то неправильно, не способна правильно его понять, а тебе о другие здоровые отношения это невозможно проверить, что это не так, потому что этих отношений нет, потому что, как правило, ты изолируешься и общаешься только с этим человеком. Третий признак — это вина. Очень много вины. То есть, когда ты находишься в невротических отношениях с манипулятором,
Большинство манипуляций устроены так, что тебе внушают вину, что ты виноват в том, что ты недостаточно хорош, что ты недостаточно хорошо выполняешь требования манипулятора. Ты недостаточно хорошо, участвуешь в этих манипуляторах. Если манипулятор это твоя мать, то ты чувствуешь вину постоянную, что ты плохая дочь, ты не уделяешь достаточно ей внимания, еще чего-то не выполняешь, что она хочет. Если манипулятор это твой начальник, то значит ты чувствуешь постоянное чувство вины, что ты недостаточно хороший сотрудник, тебе переплачивают и так далее. Если скажем, это твой мужчина-манипулятор, то ты чувствуешь постоянное чувство вины, что ты недостаточно хорошая, хозяйка, женщина и так далее. То есть все замешано на вине. Кроме того, в невротических отношениях, как правило, очень много самообвинения. Формируется такой целый комплекс самообвинения. То есть из-за того, что манипулятор постоянно тебя обвиняет, то он тебе посылает сигналы, как-то посмотрел на тебя так обвиняюще, не знаю, что-то такое сказал, фыркнул. Ты постоянно чувствуешь, что тебя в чем-то обвиняют, но поскольку тебе не говорят, в чем тебя обвиняют, у вас нет никаких договоренностей, которые ты нарушила, то ты начинаешь сама себя обвинять. То есть для того, чтобы хоть немножко это все стало понятно, а мы помним ранее, много тумана, много неясности, много недосказанностей, это вызывает тревогу, мы сейчас об этом еще будем говорить. И чтобы как-то снизить эту тревогу, связанную с недосказанностью, ты стараешься понять, а в чем же я виновата. И человек начинает сам себя обвинять. То есть получается, что человек, который находится в невротических отношениях с манипулятором, он постоянно находится в таком самообвинении. Четвертый признак невротических отношений – это тревога. Очень много такой тревоги, которая касается всего. Связана эта тревога, опять же, с этими недосказанностями, каким-то таким туманом, вот этими неясными какими-то посылами. То есть тебя вроде как в чем-то обвиняют, но вроде бы как и не обвиняют. Как-то пассивно-агрессивно на тебя обижаются, вроде как и нечего обижаться. Ты не знаешь, в каком настроении придет человек, от которого ты зависишь. Или придет он в хорошем настроении, или в плохом. Ты постоянно находишься в такой вилке. Вот эта вилка, это же есть ситуация тревоги. То есть тревога — это когда ты находишься в ситуации, что что-то нехорошее, но непонятно что, может произойти когда-то в ближайшем будущем, но непонятно точно когда. Ты находишься в постоянной такой готовности ко всему сразу и ни к чему конкретно, что и является базисом тревоги. Эта тревога иногда может развиваться до таких масштабов панических атак. То есть бывает так, что ты находишься в отношениях с человеком, эта тревога как-то накапливается, а потом какое-то время ты находишься в этих отношениях и понимаешь, что у тебя возникает приступ какой-то такой очень яркой тревоги, по сути такая паника, которую ты не можешь понять вообще, с чем она связана. А связана она с тем, что ты находишься в постоянном таком напряжении психоэмоциональном, то есть ты постоянно готовишься к тому, что сейчас опять тебе надо будет отбиваться от этих каких-то неясных, непонятных манипуляций. То есть ты как будто бы начинаешь перегорать эмоционально. И как следствие, пятый признак — это истощение и отсутствие сил. У тебя происходит нервное переистощение, потому что просто твоя психика устает уже подстраиваться под это непонятное такое непредсказуемое, какое-то непредвиденное поведение этого манипулятора. То есть ты не можешь больше обороняться, и в такой ситуации происходит такой упадок сил, что-то похожее на такую субклиническую депрессию, то есть ты опускаешь руки, и ты начинаешь просто подчиняться этому манипулятору. То есть, грубо говоря, если, скажем, манипулятором была мать, то ты перестаешь пытаться отстоять свои какие-то интересы и делаешь то, что ей нужно. То же самое касается, если это начальник или мужчина, или кто угодно еще. То есть, если ты понимаешь, что у тебя время от времени в отношениях с этим человеком бывает чувство такое какой-то хандры, вроде как беспричинной, чувство такого упадка сил, ты чувствуешь, что тебя ничто не радует, ты, скажем, перестаешь высыпаться, у тебя чувство, что действительно как-то нету сил что-то придумать, творческие какие-то процессы у тебя просто как будто бы заглохли, то это означает, что ты находишься в отношениях, которые тебя нервно, эмоционально изматывают, и у тебя происходит такая декомпенсация, то есть истощение нервное в этой борьбе, в которой ты находишься почему-то. Напишите, пожалуйста, в комментариях, знакомы ли вам эти признаки на собственном опыте, находились ли вы когда-нибудь в невротических отношениях. Если ты понимаешь, что ты находишься в невротических отношениях, то тебе нужно понять, почему ты продолжаешь в них находиться. То есть это такая материал для личной терапии, для того, чтобы как-то проработать, почему ты остаешься в отношениях, которые тебя разрушают, почему ты в этих отношениях находишься в таком формате. То есть, скажем, в отношениях с матерью ты все равно будешь оставаться, но почему ты не можешь изменить эти отношения таким образом, чтобы они тебя не разрушали. Это вопрос, на который нет общего ответа, ответ всегда индивидуален, находится он в процессе такого личного консультирования. Если вам эта тема была интересна, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.